Всех приветствую. На биткоине у нас получилось такое сильное движение в последнее время, вчера. Что здесь у нас теперь видно? Как мы видим, что треугольник у нас пробит, волны мы до конца не дорисовали, поэтому, скорее всего, здесь формируется что-то другое. Что на данный момент я вижу? Если это не треугольник, по форме он похож, но количество волн не совпадает. В любом случае сейчас торговать не нужно. Сейчас нисходящая тенденция. Сейчас пики понижаются, лои понижаются. Все идет вниз. Если вы планируете лонговать, то это не сейчас. Сейчас, если только наугад, либо на более мелких таймфреймах. Я сейчас вне рынка. Но все-таки, какой сценарий сейчас для меня более предпочтительный? Если вообще абстрагироваться от того, что здесь был треугольник, и просто все удалить, то можно все это разметить как А, Б, С. 3 волны вниз, 3 волны вверх, 3 волны вниз. Сейчас мы находимся в самом завершении. Давайте промерим по Фибоначчи. Волна Б скорректировалась до уровня 0,786, что приемлемо для такой коррекции. Слишком, но все-таки приемлемо. И куда же нас ждет волна С от этих уровней? Волна С обычно приходит на уровень от 0,6 до 100% от волны А. То есть вот до сюда. Практически туда же, куда мы и рисовали до этого. Мы уже дошли до сюда. Что можно ожидать здесь? Здесь большая вероятность, что движение уже завершилось, так как прошло 3 волны вниз. Вышли хорошие объемы, получили здесь дивергенцию, получили здесь свечу на повышенных объемах, которая называется пин-бар, что нам говорит о том, что коррекция с большей вероятностью завершилась, и мы направимся наверх. Однако, это всего лишь предположение. Чтобы подтвердить наше предположение, нужно получить заходной импульс. Чем он является? Это, по сути, волна 1. То есть нам нужно будет дождаться, когда пройдет волна 1, откатится в волне 2, и вот здесь уже смотреть точку входа и закупать на дальнейшее движение наверх. Пока прогноз оставляю таким. Мы пробили вниз, как и ожидалось в случае треугольника, но не дорисовали нужное количество волн. И как я вижу, это не треугольник. Возможно, он трансформируется, и мы будем здесь еще долго пилить, тем самым дав возможность альткоинам подрасти. Как вы знаете, когда биткоин растет, альткоины не факт, что растут. Могут стоять, могут вниз идти. Когда биткоин падает, все альткоины тоже падают. Но когда биткоин находится во флете, это то самое время, когда альткоины могут подрастать. Сейчас может быть такая вероятность. Давайте дальше посмотрим. Эфириум. Эфириум, вот здесь все как мы и планировали. Дошли до уровня, до всех зон, пошли вниз. Здесь ничего нового, покупок я не вижу. Пока сюда не лезем. Ripple. По Ripple тоже. Давайте уберем лишнее, чтобы не загромождать график. Что у нас ожидалось здесь? Здесь ожидалось, что мы находимся в волне 4, и нас ожидает волна 5. Однако вот этой свечой мы пробили уровень волны 1, что по сути отменяет данную разволновку. Но мы так быстро, резко и на повышенных объемах вернулись наверх, что велика вероятность, что здесь просто погрешность. В покупки мы не входим. Я просто понаблюдаю, как будет вести себя здесь цена. Если мы пойдем ниже, то это 100% сценарий будет отменен. Какой сейчас у меня план действий? Я дожидаюсь заходного импульса, как говорил на биткоине. Если он будет достаточным для того, чтобы оценить это как разворот, от коррекции мы уже будем рассматривать лонги. На данный момент практически по всем криптовалютам мы просто ожидаем хороший сетап, так как коррекция идет везде. Давайте посмотрим Dash. Dash у нас такая же история. Сразу вверх отменено, то есть мы пошли вниз. И здесь уже будем ждать заходной. Также ждем заходной, чтобы отсюда потом пойти куда-то наверх. ADA по плану вниз. Доллар, рубль. Здесь на ожидание санкций рубль у нас падает. Цена растет. Прогноз прежний, как и из прошлого видео. Tron отрабатывает сценарий. Здесь я думал, конечно, что коррекция уже завершилась, но нет. Мы пошли вниз. Вот этот сценарий отменяется, а вот этот как раз таки работает. Мы пошли наверх, потом вниз.
И здесь вот уже ожидается заходной. Как только я увижу хороший заходной импульс, на его коррекции можно рассмотреть лонги. Пока вне рынка. Litecoin в комментариях попросили обновить. Здесь, в принципе, такая же история. Был вариант как на Троне несколько видео назад, но я думал, что коррекция уже завершилась. Однако нет. Мы пошли вниз, и лонги пока я не рассматриваю. Такая возможность появится только если будет хороший заходной импульс, от которого можно уже искать лонги. Пока прогноз такой. И если подытоживая, можно сказать одно. Пока, если хотите лонговать, лучше находиться вне рынка. Когда увидите четкий сигнал на то, что рынок развернулся, можно рассматривать покупки. Пока отдыхаем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях свое мнение. Всем удачной торговли и счастливо!